Знаете, криминалистика — это, по сути, не просто наука. Это целый язык. Язык, на котором с нами говорят улики с места преступления. Представьте, каждая вещь, каждый, казалось бы, незначительный след — это слово. Слово, в историю которую следователям и нужно прочесть. Так давайте же разберемся, как именно это работает. Вот просто задумайтесь на секунду, а что если бы каждое место преступления могло говорить? Ну, то есть буквально, если бы разбитое окно, осколки на полу, да что угодно могли бы сами рассказать, что здесь произошло. Звучит, конечно, как фантастика, правда? Но на самом деле Оно и говорит, просто не словами, к которым мы привыкли. Отпечатки пальцев, следы ботинок, какая-нибудь едва заметная царапина — вот его голос. И задача криминалиста как раз в том, чтобы стать таким, знаете, переводчиком. Переводчиком с этого безмолвного, но очень красноречивого языка. Что ж, давайте заглянем в этот самый арсенал следователя. Посмотрим, какие инструменты там лежат. Мы пройдемся по основным моментам, от анализа, казалось бы, очевидных следов до расшифровки генетического кода. И даже коснемся чего-то совсем уж невидимого, например, запахов. И все, абсолютно все, начинается с одной очень простой, но невероятно мощной идеи. Можно сказать, это фундамент, основа основ всей криминалистики. Все дело вот в этой фразе. Каждое действие оставляет следы. Это фундаментальный принцип. Преступник не может просто прийти и уйти, не оставив ничего после себя и ничего не унеся с собой. Всегда происходит обмен. Это может быть что-то микроскопическое, волокно с одежды, частичка кожи, капля пота, да что угодно. И вот задача как раз и состоит в том, чтобы эти следы найти и, главное, понять, о чем же они нам говорят. Хорошо. С чего же начать? Давайте посмотрим на первый набор инструментов в нашем криминалистическом арсенале. Он целиком и полностью посвящен уликам, которые остаются после физического контакта. И этот раздел криминалистики называется трассология. Звучит сложно, но по сути это искусство читать историю по следам. Каждый след, будь то отпечаток ботинка, вмятина от какого-то инструмента, след от протектора шины — это как абзац. Абзац в большом рассказе о том, что же здесь на самом деле случилось. Вот просто взгляните, казалось бы, обычный след от ботинка. Но сколько всего он может рассказать? Это ведь не просто размер и модель обуви. Нет, глубина отпечатка намекнет на вес человека. Расстояние между следами — он спокойно шел или, может, бежал. А если рядом есть другие следы, это уже говорит нам о количестве людей, о том, как они двигались, может, даже боролись. Каждый такой след — это целая глава в истории. Это работает не только со следами ног. Вот, например, огнестрельное оружие. У каждого ствола, прямо как у человека, есть свои уникальные отпечатки пальцев. И что самое интересное, оружие оставляет свою подпись сразу в двух местах — и на пуле, и на гильзе. На пуле остаются следы от нарезов внутри ствола, всякие там микроцарапинки, которые делают ее уникальной. А на гильзе — отпечатки от бойка, от выбрасывателя. В общем, целый комплекс улик от одного выстрела. Хорошо, это были следы от предметов. А теперь давайте перейдем к тому, что ведет нас непосредственно к конкретному человеку, к его личной, так сказать, неповторимой подписи. Ну, конечно же, речь в первую очередь об отпечатках пальцев. Да, все они в целом делятся на три основных типа. Петлевые, как видите, самые распространенные, потом завитковые и дуговые. Но самое главное для криминалиста — это не общий рисунок. Настоящий ключ к разгадке, к идентификации кроется в мельчайших, уникальных деталях этого узора. И вот эти детали, их называют частными признаками. Всякие там раздвоения линий, островки, мостики, окончания. Дело в том, что сам по себе узор, петля есть у миллионов, а вот уникальная комбинация десятков таких мелких деталей, она неповторима. И вот когда эта комбинация на отпечатке с места преступления совпадает с отпечатком в базе данных, все, можно с огромной уверенностью говорить, что это один и тот же человек. Но отпечатки есть не только на пальцах. Наш почерк — это, по сути, точно такая же уникальная подпись. Задумайтесь, это ведь не просто буквы на бумаге. Это результат тысяч часов тренировки нашей мышечной памяти, начиная с 1 класса. И вот наука почерковедения как раз и изучает эти глубоко въевшиеся в нас привычки, которые мы проявляем при письме, даже не задумываясь.
Эксперты-почерковеды смотрят на все в комплексе. С одной стороны, есть общие признаки. Ну, там, общий наклон, размер букв, сила нажима. Это как бы общий стиль. Но самое интересное — это частные признаки. Это те самые мелочи, которые выдают автора с головой. Например, как именно человек пишет букву «А», как соединяют буквы, какие-то особые росчерки в начале или в конце слова. Вот эти вот подсознательные движения, эти привычки, их подделать, ну, практически нереально. А теперь давайте перейдем к тяжелой артиллерии, к инструментам, которые дают идентификацию с точностью близкой к 100%. Мы заглянем в самый код нашей жизни, в нашу биологию. Речь, конечно, о ДНК-анализе. Процесс этот довольно сложный, но если упростить, то выглядит он так. Сначала на месте преступления находят биоматериал, капельку крови, слюну, корень волоса. Из этого образца в лаборатории выделяют саму ДНК. Дальше начинается самое интересное. ДНК в образце обычно очень мало, поэтому ее ключевые участки размножают миллионы раз. Это называется ПЦР-амплификация. Потом специальный прибор, генетический анализатор, считывает эти скопированные участки и превращает их в уникальный числовой профиль. Это что-то вроде штрих-кода человека. Ну и последний шаг — этот профиль сравнивают либо с профилем подозреваемого, либо прогоняют по базе данных. И вот тут просто вдумайтесь в эту цифру. Вероятность того, что у двух случайных людей, не родственников, ДНК-профиль совпадет, примерно 1 к миллиарду. 1 к миллиарду. Это делает ДНК-анализ, пожалуй, самым мощным инструментом в руках криминалистов. Практически неопровержимая улика. Конечно, ДНК находят не всегда. Бывает, что единственная зацепка — это память свидетеля, а память, как мы знаем, штука ненадежная. И вот тут на помощь приходит габитоскопия. Это, по сути, целая система, которая помогает вытащить из расплывчатых воспоминаний очевидца конкретные черты. Используя стандартные термины — форма носа, разрез глаз, высота лба — создается так называемый словесный портрет, и уже на его основе художник может составить фоторобот. Но что, если улика невидима? Да, и такое бывает. И для этого в арсенале криминалистов есть совершенно особые инструменты, которые специализируются как раз на том, чего не увидишь простым глазом. Например, одорология — это наука о запахах. Оказывается, каждый из нас оставляет за собой уникальный запаховый след, своего рода невидимый шлейф. И для носа специально обученной собаки или для сверхчувствительного прибора этот запах такая же однозначная улика, как отпечаток пальца на стекле. К невидимым уликам относится и то, что скрывается в документах. Речь не только о почерке. Техническая экспертиза позволяет, так сказать, заглянуть документу под капот, выяснить, не подделана ли подпись, не было ли дописок или стираний. Можно даже определить, на каком конкретно принтере был напечатан текст, или восстановить то, что было стерто. Это целая отдельная вселенная улик. И вот мы подходим к финалу. И самое главное, что нужно понять. Все эти инструменты, о которых мы говорили, редко работают поодиночке. Настоящая сила современной криминалистики именно в их сочетании, в комплексном подходе. Представьте себе огромный пазл. Вот след от инструмента на двери — это один кусочек, отпечаток пальца на стекле — другой, капля крови на полу — третий, и современное расследование — это как раз сборка такого пазла. Каждая улика, будь то след от ботинка, микроволокно ткани или ДНК-профиль, занимает свое место, дополняет другие, и в итоге получается цельная, неопровержимая картина того, что произошло. И в конце остается лишь один, но очень интересный вопрос. Технологии ведь не стоят на месте, они развиваются с невероятной скоростью. И кто знает, каких еще безмолвных свидетелей мы научимся слышать в будущем, какие еще невидимые сегодня следы станут завтра главными уликами. Подумайте об этом.